Доктор, должно быть, ошибся, ведь душераздирающие новости, которые он только что сообщил, не могли быть правдой. Он всегда был предан своим сыновьям, но теперь ему пришлось поверить, что они не его дети. К сожалению, этот бизнесмен вскоре обнаружил, что его жизнь была ложью, и как только он узнал правду, ему пришлось сделать нечто шокирующее. Джозеф Харли был бизнесменом и миллионером, жившим в Соединенном Королевстве. Он был женат на женщине по имени Джейн. У них было 3 сыновей, по крайней мере, так думал Джозеф. У них было 3 сына: Остин, которому было 23 года, и 19-летние близнецы Дональд и Кристофер. В 2007 году брак Джозефа и Джейн разваливался, и они были на грани срыва. В 2008 году пара, наконец, решила развестись. Джозеф не жалел о своем браке. У него было 3 сыновей, которых он продолжал обеспечивать даже после того, как их пути разошлись. В рамках финансового урегулирования Джейн получила единовременную выплату в размере $5 миллионов, которая могла покрыть расходы на обучение в частной школе для всех 3 мальчиков. Однако, несмотря на это, Джейн годами преследовала бывшего мужа и пыталась заставить платить больше. По мнению Джозефа, 3 сыновей были единственным хорошим результатом этого брака. Однако не за горами был сюрприз. Однажды он встал и собрался на обычный прием к врачу. Джозеф прошел плановое обследование. Однако, как оказалось, оно было не совсем стандартным. Врач провел несколько тестов, и результаты перевернули мир Джозефа с ног на голову. Врач сказал Джозефу, что у него муковисцидоз. Это заболевание вызывает регулярные легочные инфекции. Это приводит к повреждению легких и со временем снижает их вместимость. Дышать постепенно становится все труднее и труднее. К сожалению, муковисцидоз — это генетическое заболевание. Родная сестра Джозефа скончалась от этой болезни несколькими годами ранее. Каким бы опустошенным ни был Джозеф, он испугался. Мог ли он передать это своим 3 сыновьям? К счастью, врач заверил его, что он никак не мог передать им эту болезнь. Джозеф испытал огромное облегчение. К сожалению, это длилось недолго, потому что доктор еще не закончил говорить. Затем доктор сообщил шокирующую новость. Была очень веская причина, по которой он не мог передать болезнь другим. В этот момент вся жизнь Джозефа рухнула в одночасье. Когда разговор зашел о фертильности, он сказал: «Послушайте, у вас с супругой будут трудности с рождением детей, потому что вы, как мужчина с муковисцидозом, бесплодны. Что ж, вы, должно быть, ошиблись в диагнозе, потому что у меня уже есть 3 мальчиков», — гордо сказал Джозеф. Но доктор, чувствуя себя неловко и ошеломленно, только печально покачал головой. Осознание этого приходило к Джозефу медленно. Он прокрутил в голове свою жизнь с Джейн и взглянул на каждую деталь свежим взглядом. Он вспомнил времена, когда какие-то тревожные сигналы должны были вызвать тревогу, и тогда ему стало плохо. Этого не могло быть на самом деле. Неужели он был настолько слеп, чтобы не заметить этого? В конце концов, он почти всегда работал допоздна. Он вспомнил случай, когда Джейн позвонила ему поздно вечером из отеля и сообщила, что ее рейс задерживается. Она сказала, что это была рабочая поездка, но появились и другие детали, о которых он до сих пор не задумывался. Сразу после того, как Джейн узнала, что беременна своим 1 сыном, она начала проявлять интерес к тому, о чем никогда не упоминала за 7 лет их брака. Она внезапно заинтересовалась иудаизмом. Джозеф был удивлен. Они с Джейн оба были воспитаны как христиане. Возможно, это стало для нее откровением о двойной жизни, которую она вела. И, возможно, эта подсказка указывала на мужчину, с которым она встречалась. Джозеф знал, что его сыновья совсем на него не похожи, но они выглядели знакомыми.
Подсказки складывались, и Джозеф начал думать, что знает, с кем встречалась его жена. Но, возможно, он забегал вперед. В конце концов, близнецы — редкость. Среди населения в целом беременность идентичными близнецами происходит менее чем в 1% случаев. Также хорошо известно, что использование методов лечения бесплодия повышает вероятность зачатия близнецов. Поняла ли Джейн, что у них проблемы с фертильностью раньше, чем он? В конце концов, они были женаты уже 7 лет, когда Джейн наконец забеременела. Но на сегодня хватит домыслов. Пришло время поговорить с ней на чистоту. Он сердито отправил Джейн сообщение, требуя объяснений. «Здравствуй. Сегодня я был в больнице, где мне наконец-то поставили диагноз. У меня муковисцидоз. По их опыту, у них никогда не было мужчины с муковисцидозом, у которого был бы ребенок, не говоря уже о 3. Я на 98% уверен, что я не являюсь отцом наших детей». Джейн прочитала сообщение, но не ответила. Видя, что вежливость не поможет ему получить ответы, Джозеф решил, что пришло время применить более жесткий подход. «Я надеялся, что ты избавишь меня от дальнейших унизительных проверок, сообщив мне сейчас, являюсь ли я отцом детей», — написал Джозеф. «Я с радостью последую твоему совету о том, как лучше всего рассказать мальчикам. Но если ты заставишь меня пройти эти дополнительные тесты, то я буду говорить им то, что хочу». На этот раз Джейн, загнанная в угол, отправила свой ответ через несколько минут. «Конечно, мальчики твои, что бы ни предполагала наука», — написала Джейн. Джозеф был настроен скептически. Он подошел к своему старшему сыну, который в то время учился в университете, и все ему рассказал. Но как он воспринял эту новость? Он сказал: «Я уже опередил тебя, папа. Ты хочешь сказать, что ты, вероятно, не мой отец?» Джозеф, убитый горем при мысли о том, что он не был биологическим отцом своего сына, понимал, что это было самое трудное предложение для произнесения. Джозеф сказал своему старшему сыну, что, конечно, он все еще его отец, но он не думает, что зачал его сам. Затем, 2 дня спустя, он, наконец, получил известие от Джейн. Она призналась, что за время их 20-летнего брака она встречалась с другим мужчиной, и, что еще более оскорбительно, Джозеф даже знает его лично. Но она по-прежнему настаивала на том, что Джозеф был отцом их детей. У него не было другого выбора, кроме как получить заключение эксперта. Он знал, что последние 20 лет его жизни были сплошной ложью. Он собирался заставить ее заплатить. Джозеф решил обратиться за советом к эксперту по мошенничеству с установлением отцовства. После того, как он прошел многочисленные тесты, было подтверждено, что Джозеф действительно не способен быть отцом детей. Следующим шагом было получение образцов ДНК от его сыновей. Результаты анализа доказали, что близнецы были не от него, но, чтобы еще больше усложнить ситуацию, его старший сын отказался предоставить образец. Старший сын Джозефа заявил: «Что касается меня, то он мой отец, и на этом все». Но у Джозефа все еще были все необходимые доказательства, чтобы возбудить судебное дело против Джейн. В декабре 2016 года он начал разбирательство в окружном суде Бирмингема. Конечно, это причинило Джозефу огромную душевную боль. Волновой эффект от лжи Джейн был огромным, но реакция близнецов по мере продвижения дела была совершенно иной. Близнецы по-прежнему считали Джозефа своим отцом, хотя и знали, что он не является их биологическим отцом. Один из близнецов даже прислал Джозефу потрясающее сообщение в знак поддержки. В сообщении говорилось: «Папа, как я и говорил с самого начала, ты никогда не перестанешь быть мне отцом, несмотря ни на что. Я буду всегда рядом с тобой, и ты всегда будешь моим папой. Люблю тебя, твой сын». Когда невероятная ложь Джейн была разоблачена в суде, Джозеф выиграл дело, и Джейн обязали выплатить ему более $100 000.
Джейн согласилась уладить дело, но при одном условии. Мужчина, который является настоящим отцом их сыновей, должен остаться неизвестным. Но для Джозефа это была пустая победа, и у него было послание для биологического отца его детей. Джозеф заявил, что мальчики имеют право знать, кто их биологический отец, но настоящим папой он будет считать себя. Ведь настоящий отец именно тот, кто воспитал. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Джозефа? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.